Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у меня будет обзор фурнитуры и бусин сайта AliExpress. Начну я с бусин. Это кошачий глаз. Вот такой интересный оттенок. Посмотрите, какой цвет. Не знаю, как его назвать, этот цвет. И не скажешь, что это сиреневый или фиолетовый, так как у меня есть вот такие два коннектора. Посмотрите, он сбоку фиолетовый, а вот так совсем другой цвет. И к ним сложно подобрать мне подходящий оттенок. Я подбирала по фотографии, и видно, да, оттенок немного отличается. Но я не знаю, может быть, и неплохо будет украшение смотреться в целом. Надо пробовать собирать, и уже потом будет видно, красиво это будет или некрасиво. Вот такие бусинки. В этом магазине очень большой выбор цветов. Я оставлю ссылку, может быть, кто-то и ищет другие цвета. Выбрала 6,8 мм. Думала сделать 2 или 3 ряда украшения. Посмотрим, что получится. Это тигровый глаз. Посмотрите, какие бусинки красивые. В этом магазине я нашла 12 миллиметров бусинки, 30 бусин на ниточке, и они граненые. Я уже давно покупала в этом магазине только других размеров бусин и решилась на 12 миллиметров. Очень красивые и качество хорошее. Здесь я не наблюдаю бракованных бусин. Они все хорошие, без сколов. Вот такие бусинки. Так, и следующие бусинки. Это уже маленькие, 2 миллиметра. Такой коричневый цвет. Они у меня закончились. Хорошо вышивки смотрятся. Матовый цвет. На ниточке 190 бусин. И вот такой цвет. Тоже не первый раз я покупаю. И тоже закончились. Посмотрите, какой цвет интересный, радужный. Такой переливаются. Но они матовые бусинки. Хорошо подходят к нескольким цветам бусин. Я уже не раз пользовалась такими бусинками. И еще подкупила. Это керамические бусинки. Здесь 5 штук идет в комплекте именно вот этих бусин. Можно было одного цвета взять. Или вот как я взяла микс. Положили 2 одинаковых. Бусинка 25 миллиметров на 15. И были 6 вариантов цветов. И вот мне зелененькую не положили, а положили 2 бежевые. Но я хотела делать из них не серьги, а как подвески где-нибудь в кулон крепить, если какой-нибудь цвет подходящий. И можно было подобрать такую подвесочку. Сейчас я покажу. Вот такие заглушки. Я уже показывала и говорила про них. Здесь, как мы видим, отверстие крупное в бусинках. И вот такая заглушечка хорошо становится в отверстие. И вот так держится. И спокойно можно потом надеть пин. И будет посередине держать. И бусинка будет ровно держаться. Вот видно вам, да? И она держится. Не будет двигаться. А так вот, если без этих заглушек, начинают они двигаться и неровно ложиться. Здесь мы придумываем, чтобы поставить, какую шапочку. Ну а вот заглушки выручают. И она вот так будет держаться, бусинка.
Вот такие красивые цвета. Мне понравились вот эти бежевые. Но можно попробовать сделать серьги. Я бы не сказала, что будут совсем тяжелые. Они одинаковые. Можно попробовать сделать. Ну, а эти я уже буду применять в подвесочках. И вот такие бусинки. Тоже керамические. Здесь желтый цвет подходит к этим бусинкам. Но они уже плоские, как вы видите. И размер бусин 28 на 19. Здесь тоже также отверстие большое. Я вот поставила заглушку в отверстие уже. И также проводим пин через заглушки. И будут крепко держаться. Тоже брала для подвесочек. Цвета были другие, по-моему. Выбрала желтый цвет. По-моему, нужен был. Вот забыла уже, так долго шли. Такие красивые бусинки. Они не идеально ровные, так как они вручную, наверное, сделаны. И такие интересные бусинки. Это бусинки на страничке у продавца. На ниточке собраны, а приходят вот так в мешочке. 4 на 2 миллиметра бусинка. И я их брала как проставочные. Написано, что это гематит и покрытие. Не знаю, чем покрытие, но оно стойкое. Я пробовала мыть бусинку. Покрытие не повредилось и не испачкалось. Так как у продавца очень широкий ассортимент цветов. И я еще там выбрала для себя несколько цветов, так как я такие бусинки хотела бы использовать как проставочные. Потому что мы знаем, что очень мало черных бусин проставочных. И подобрать, вот если делать вот так, где-нибудь проставлять в украшении черный цвет, я думаю, неплохо будет смотреться. Ну, а цветов было очень много, поэтому можно там выбрать на любой вкус и цвет, как говорится. И 100 штук идет вот на ниточке было. Не знаю, я не посчитала, сколько здесь бусин. И вот такие бусинки тоже черного цвета я нашла. Посмотрите. Gun Black. Как мы покупаем, я уже показывала, разных других цветов. И в бронзе, и в серебре, и в золоте такие бусинки. Тут случайно я нашла черного цвета. Мы знаем про эти бусинки, уже многие, наверное, пользуются. 6 на 3 миллиметра, и в упаковке всего лишь 40 штук. Ну вот для пробы взяла, посмотрела, и неплохо смотрятся такие бусины. Возможно, закажу еще. Это шапочки. Я такие шапочки, по-моему, вам уже показывала. Они мне очень понравились. Я решила еще заказать. Вот такие маленькие. Золото черненное. Они универсальные. Подходят к разным размерам бусин. И смотрятся очень здорово. Я уже их ставила в украшения. И у меня мало осталось. Поэтому я заказала сразу две упаковки. И бусину даже можно взять побольше. Смотрятся здорово. Они в таком винтажном стиле. Вот такие вот бусинки. Это цепочки. Нержавеющая сталь. И очень мне понравились. Я взяла на пробу в золотом цвете и в черном. Они уже идут с карабинчиком. Это как цепочка на шею. И можно размер
выбрать, по-моему, от 40 сантиметров до 70. Нет, даже от 30. А нет, может быть даже и меньше. У меня 5 миллиметров, 35 сантиметров. И другую я выбрала 40 сантиметров. Вот серебряную я почему-то не взяла. Надо было брать. Так как мне очень понравилось, я уже использовала эту цепочку в украшение. Как удлиняющую я использовала ее. И очень красиво смотрится. И звено сантиметр на 5 миллиметров. Черной я еще не пользовалась. Не знаю, как будет покрытие держаться. Ну, поставлю где-нибудь в украшение, как удлиняющую цепочку. Я думаю, будет неплохо. И карабинчик хороший. Я этот карабинчик, что был на золотой цепочке, тоже поставила в украшение. Работают хорошо, аккуратненькие. И надо было брать и под серебро. Но теперь я буду знать, что такие цепочки можно брать и ставить как удлиняющие цепочки. Так, следующая цепочка, это уже тоненькая-притоненькая. Цепочка нержавеющая сталь, и звено идет, по-моему, 3 миллиметра. Такие звенья плоские. И хотела делать серьги с такой цепочкой. Очень аккуратненько, нежная в руках. Нигде не цепляется. Можно использовать, ну я не знаю, может быть, ставить как удлиняющую, но нужен карабинчик, чтобы проходил именно в звенья такие. Но я думаю, это не пойдет такая цепочка для удлиняющей. Слишком маленькая. И 2 метра идет в позиции. Понравилась цепочка. Хорошенькая. Получила вот такие вот сережечки, вишенки. Давно на них смотрела, хотелось и решила все-таки взять. Вот так они открываются. Здесь мы одеваем на ушко, как гвоздик. И потом вот так вот вишенку. Здесь идет внутри силиконовая прослойка, которая держит этот гвоздик. И вишенка держится. Но мне не очень понравилось качество самих вишенок. Здесь есть какие-то царапины, погрешности. Так неплохо смотрится. И цвет красивый самих вишенок. Ну вот есть, конечно, брак. Но они были дешевые, я и на это клюнула, да. А есть и подороже вишенки. Может быть, и там качество лучше, я не знаю. Буду носить. Это не будет так заметно, когда в ухе будет серьга. Сильно этого не заметно, этого брака. Попробую поносить, что будет. Ничего не будет. Буду носить. Интересные. Бусинки так придумать, не бусинки, а серьги так придумать, да? Это вот такая цепочка. Когда я увидела, я не могла оторваться от фотографии. Очень понравился и цвет, и сами звенья, плетение красивое цепочки. Конечно же, я не устояла. И доставка платная у этих цепей. Магазин шикарный. У него, у этого поставщика, большой выбор бронзовых цепочек. И такая застежка здесь интересная, посмотрите. Здесь имитация такой головы змеи, мне напоминает. Вот так снимается. Можно поджать здесь легко.
можно поджать. Можно здесь кулон подвесить, но у меня в бронзе нет кулонов. И 60 сантиметров цепочка. Длинная, достаточно длинная. Можно с украшением, я мерила. Под бронзу, если у вас фурнитура бронзовая, можно и такую цепочку надеть. Очень красивый цвет. Просто потрясающая цепочка. Посмотрите, какие звенья. Да, у этого поставщика большой выбор цепочек, очень разных плетений и форм. Просто глаза разбегаются. Но я остановилась именно на этой цепочке. Больно уж она мне понравилась. Потрясающий цвет. Посмотрите, она двухсторонняя. Не ошибетесь, где перед, где зад. И можно сбоку носить. Вот эту застежку сбоку я пробовала. Очень красивая. Очень. Я довольна этой цепочкой. Потрясающая цепь. Вот такая у меня сегодня была распаковочка. Если вам что-то понравилось, я все ссылки, как всегда, оставляю под видео. Заходите, смотрите. Подписывайтесь на Дзен-канал. Переходите. Напишите комментарий, что вам понравилось. Или поставьте цветочек, мне будет очень приятно. Ну а я с вами не прощаюсь. До скорых встреч. Всем пока.